Всем привет! Сегодня я приехала отдохнуть на все включено в пятизвездочном отеле Нума Бэй. Он находится между Тюрклером и Авсаларом. Сегодня у него день открытия, начинается новый сезон. Я вам покажу, насколько он готов к приему туристов. Отель Нума Бэй Эксклюзив расположен в уединенной бухте на берегу Средиземного моря в 23 километрах от центра Алании. Очень приятно, что встретили шампанским. Сегодня в отеле день открытия, все сверкает, видно, что есть первые гости, мне уже нравится. Гостей встречали напитками и цветами, сразу отправляли на завтрак. Я с первой же минуты почувствовала атмосферу отдыха. Все вокруг были в приподнятом настроении. Отель построен совсем недавно, и это видно. Посмотрите, какой он современный, здесь новая мебель, все такое чистенькое. Отель Нума Бэй очень стильно оформлен. Все общественные зоны комфортные и продуманы до мелочей. В течение дня я заметила, что персонал внимательно следит за чистотой. Давайте посмотрим, как выглядит стандартный номер в отеле Нума Бэй. На входе большой шкаф с зеркалами. Внутри есть сейф, он бесплатный, это плюс. Тапочки. Здесь дополнительная подушка, достаточно просторный шкаф и много вешалок. Рядом полочка с зеркалом. Здесь есть чайник, черный зеленый чай, кофе, сливки, сахар, бутылка воды. В мини-баре еще 2 маленьких бутылочки воды и 2 газированных минералки. Смотрите, какая стильненькая подсветочка под шкафом. В номере есть кондиционер. Кровать очень просторная, прям вообще большая. Возле кровати есть светильники, и здесь еще дополнительные светильники. Вот что мне понравилось, это шкаф с обилием полочек. Я люблю, когда много полочек, а не просто тумбочка. Напротив кровати телевизор, русские каналы есть, флешка втыкается. Здесь большое зеркало, под ним столик и кресло. Этот номер делал любитель полочек. В шкафу, в ванной и вот здесь везде есть полки. Обожаю человека, который это придумал. И даже столик с полочкой внизу. Здесь еще 2 кресла, с них удобно смотреть телевизор или просто отдыхать. И давайте сходим на балкон. Балкон просторный, здесь есть столик, стулья, и от соседних номеров вот такие перегородки отделяют. Здесь есть сушилка, вид на соседний отель, это отель Ланнисера, а вот там морешко, а с другой стороны красивые горы. Давайте посмотрим ванную комнату. Она очень светлая, достаточно просторная, здесь есть фен. Помимо стандартного шампуня и геля для душа, есть еще бальзам для волос и лосьон для тела. Здесь коробочка с гигиеническими принадлежностями. Палочки, ватные диски, швейный набор. Душевая кабина просторная, полотенце, вот такой душ. В общем, все хорошо, главное, что чисто и очень все прилично, новое, светлое. При заселении дают вот такие карточки на полотенце, их можно менять каждый день в спа-зоне самостоятельно. Из минусов, которые я уже отметила, то, что здесь платный хамам и сауна. В них можно сходить, если вы заказываете какую-то платную процедуру, тогда сидите сколько хотите. А вот Wi-Fi здесь бесплатный, причем он есть даже в номере. Это плюс. Фото номеров на сайте Нума Бэй Эксклюзив совпали с реальностью. Я получила то, что видела на картинке. Заметно, насколько все новое и чистое. Настало время обеда. Пойдемте посмотрим, чем кормят на шведском столе. Шведский стол на все включено в Турции организован по новым правилам. Еду накладывают повара, напитки приносят официанты. Линия раздачи огорожена лентой. В ресторане просят носить маску. Питание в отеле Нума Бэй оказалось разнообразным. Были стандартные блюда вроде жареной курицы, запеченной рыбы, пасты, риса и свежих овощей. И что-то необычное. Например, печеная картошка с говядиной внутри, тефтели в томатном соусе, необычная запеканка из шпината. Если вы впервые едете в Турцию на все включено, посмотрите мое видео про шведский стол в 2021 году.
Нажмите на ссылочку, которая сейчас появится. Так вы будете понимать, чем кормят туристов в отелях Турции. Холодные закуски в Numa Bay стандартные. Из фруктов отмечу груши. Весной их дают не везде. Мне понравилось оформление десертов. Кондитеры в отеле точно очень талантливые. Выбор на обеде хороший, есть и гарниры, овощи, мясо, рыба, курица, фрукты, десерты. В общем, классно. Давайте прогуляемся по территории. Оказалось, что даже в день открытия, когда гостей в отеле еще совсем мало, он работает в полную силу. Как только в основном ресторане заканчивается завтрак, на территории открывается снэк-бар. Здесь подают гамбургеры, пиццу, картошку фри, овощи и фрукты. В концепцию «Ультра все включено» в Numa Bay Exclusive входит и бесплатное мороженое. Достаточно пройти несколько метров, попадете в пляжный снэк-бар. Тут пекут турецкие лепешки гёзлеме, и можно заказать напитки. На пляже есть еще один ресторанчик. Вот здесь вот блюдо по меню. Посмотрите, какой он уютный, какой красивый вид. С 7 утра и до окончания ужина в главном ресторане нет ни одного промежутка, когда в пятизвездочном отеле Numa Bay не подают еду или закуски. Местные и импортные напитки на Ультра все включено предлагают до глубокой ночи. Для любителей подкрепиться перед сном и гостей с поздним прибытием в ресторане предусмотрен ночной перекус. Отелю принадлежит собственный кусочек пляжа в очень уютной бухте. Здесь песочек, но на входе есть галька. Все оборудовано, стоят лежаки, зонтики, есть души, кабинки для переодевания. Очень уютный пляжик, мне нравится. В эти дни на Аланийском побережье был шторм, поэтому на берегу есть водоросли. Уверена, что их уберут, когда туристы начнут купаться. В целом, пляж отеля Numa Bay Exclusive мне понравился, потому что он уединенный. Его не придется делить с местными жителями или гостями еще 15 резортов. В отеле 4 открытых бассейна, есть детские, взрослые, бассейн с горками, есть крытый бассейн. Недавно в отеле построили мини-аквапарк с 3 горками. И это при том, что рядом есть еще один, тоже с 3. Территория отеля Numa Bay не слишком большая, но приятная. Она зеленая, чистая, ухоженная, засажена пальмами, цветами и фруктовыми деревьями. Скоро на этих лужайках будут проходить групповые занятия и игры с аниматорами. Сейчас они работают по сокращенной программе. Здесь есть детские площадки и детский клуб. Детей уже сейчас развлекают аниматоры. Для них проводят игры и занятия. Территория отеля мне понравилась. Давайте посмотрим, где он расположен, что есть за пределами резорта. Стоит выйти из отеля, сразу попадаешь в место, где можно купить все, что нужно на отдыхе. Взять в аренду машину, забронировать экскурсии по хорошим ценам, найти сувениры. Отель находится в классном месте. Тут недалеко дойти до дороги, чтобы сесть на маршрутку и съездить в Конаклы, в торговый центр. Там есть Вайкики, де-факто и другие популярные турецкие магазины. А можно в среду сходить в Авсалар. В это время туда приезжает базар. Можно купить клубники, черешни или каких-нибудь сувениров домой. А можно остаться здесь и погулять по бесконечным лавочкам и крытым базарам. Одежда, текстиль, классические сувениры из Турции, сладости – вы все легко найдете. Перевести дух можно в отельной кондитерской. Многих пирожных не было в основном ресторане. К сладостям можно заказать чай, кофе или какао. Здесь есть тренажерный зал и спа-центр с хамамом, сауной и массажными комнатами. Фитнес-центром можно пользоваться бесплатно. Групповые занятия тоже входят в концепцию «все включено». А вот хамам и сауна платные, отдохнуть в спа-центре можно только при заказе процедур. Тут охотно торгуются и делают скидки. А сейчас идем на ужин, посмотрим, что дают. Меня удивило, что на ужине в отеле Numa Bay почти полностью поменяли наполнение шведского стола.
Неизменными остались только фрукты и часть салатов. Тушеная говядина, рыба на гриле, запеченная курица, баклажаны в томатном соусе, салаты, соленья, выпечка и закуски. Выбор не огромный, но хороший. Сладкий стол – маленький шедевр. Европейские и турецкие сладости приготовлены вкусно и поданы невероятно красиво. Вечером блюда не повторяются, мяса, рыбы, овощей стало еще больше, даже холодные закуски появились новые. Классно? Все, что я брала, было действительно вкусным, а торты вспоминаю до сих пор. Вечером можно отдохнуть в лобби. Бар здесь работает до 24 часов. Анимация организует развлекательные программы и шоу. Уже утро, сейчас я иду на завтрак, он начинается в 7 часов. Переночевала я хорошо, вчера вечером в честь открытия в лобби был праздник, но музыки я совсем не слышала. Соседей будет слышно, как и в любом отеле Турции, шумоизоляция здесь ну так себе. Если вы знаете какой-нибудь отель с классной шумоизоляцией, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я обязательно туда съезжу. А сейчас я пойду поем. Шведский стол на завтраке в отеле Нума Бэй оказался отличным. Омлеты, овощи, огромный выбор оливок, ветчина и сыры, пончики, блинчики, йогурты, круассаны и сырные булочки, фрукты, хлопья. Очень хороший выбор. Я заметила, что на шведском столе есть дополнительное питание для маленьких детей. Тут подумали обо всех, и о тех, кто любит плотный горячий завтрак, и о тех, кто предпочитает что-то легкое, овощи или сладкий йогурт и мюсли. И, конечно, о классических блинчиках и булочках с вареньем. Меня больше всего впечатлили европейские сыры – рокфор и камамбер. Такого на все включено в Турции я пока не встречала. В описании под видео оставлю для вас ссылку, где можно проверить цены на туры в отель Нума Бэй из вашего города. Если остались вопросы или нужна помощь, пишите. Поделюсь впечатлениями об отеле Нума Бэй. В целом мне очень понравилось, что классная территория, у него свой пляж в бухточке. Особенно мне понравился персонал. Все такие вежливые, предупредительные. По-моему, здесь самый классный персонал вообще из всех отелей, в которых я пока была. Еще мне понравилось, что в отеле постоянно где-то чем-то кормят. Очень классный выбор и все действительно вкусное. Про минусы я уже говорила, но добавлю еще, что к вечеру на 7-м этаже пропал Wi-Fi. То есть сигнал ловит, но все время пропадает. То появится, то пропадает. Но в лобби он работал хорошо. И вообще по всей территории тоже работал. Но плюсов оказалось гораздо больше. Не зря у него столько хороших оценок. Я обязательно еще вернусь в этот отель и советую его вам. Поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. Впереди еще много классных обзоров отелей и выпусков о Турции. Пока!